Привет! Сегодня поговорим о том, насколько сложно освоить Downwind с веслом и как это сделать. На данный момент это новый тренд фойлинга, то, что прет людей в теме искушенных райдеров, которые попробовали многое. И если даже для них это захватывающее занятие, достойное усилий, возможно в этом есть что-то и для тебя. Лично меня завораживает магия момента, ты глубоко в открытом море летишь в метр над поверхностью воды. У тебя есть цель и интересный способ ее достижения. Итак, насколько сложно? Ну да, наверное сложно, но сложность и скорость обучения зависит от подхода. Можно подойти системно с подводящими упражнениями и правильным выбором снаряжения. А можно просто купить доску литражом без райдера, поставить на него фойл поменьше, мачту подлиннее, выбрать шторм посильнее и сразу идти в даунвинд. Желательно километров на 50, чтобы точно сдохнуть. Вот, научиться. Признаться, когда пришла моя доска для даунвинда, я пошел вторым путем. И в первые же секунды понял, что это ошибка. Я не мог устоять на доске, да даже усидеть. Я не понимал, что делать. Когда пытался грести, не получалось сделать это прямо. Быстро таяли силы, очень много падал, постоянно падал, даже с колен. В итоге меня укачало и с позором, головной болью я погреб на берег. В следующий раз я решил подойти к вопросу более ответственно. Но прежде чем продолжить, хочу сказать, считаю, что осваивать даунвинд с веслом нужно после того, как научился его свингом. Мои первые проезды с веслом были по несколько километров сразу, потому что умел это свингом. Также будет невероятно полезно освоить пампинг, например с дока. Кстати, пампинг это отдельная тема, очень интересная, как-нибудь и до этого руки дойдут, расскажу. Как выбрать снаряжение, это тема для отдельного ролика, здесь ее касаться не будем. Итак, начнем. Вот приехало снаряжение для даунвинда. Сначала хорошо прикататься к новой доске и фойлу на винде. Понять, где стоят ноги, правильно ли расположена мачта. Разобраться, как новое снаряжение пампится и поворачивает. Это займет один день. Дальше техника гребли на гладкой воде. Где стоять, как ехать прямо, как вкладываться в грибок, набирать скорость, как опираться веслом на воду, чтобы не упасть. Третий пункт, самый важный. Наверное, это продолжение второго. Также на гладкой воде нужно научиться задавливать доску ногами в водоизмещающем режиме, пампить, и синхронизировать этот навык с грибком. Это главный секрет выхода на крыло с веслом. Все, скучная часть позади, дальше можно разгребаться в прибой на небольшой волне. Если снаряжение правильное и волна достаточная, там все само летит, можно вообще не грести. Но нужно немного разбираться в волнах, как они формируются, где стартовать и как по ним ехать. Дальше последний пункт, нужно выгрести за линию обрушения волн и научиться стабильно стартовать на ветровом чопе. По каждому из пунктов можно снять отдельную обучалку, пишите, если интересно. Но в целом таких видео полно на YouTube. Ну и все, теперь мы почти все умеем, можно пробовать даунвинд, но подойти к этому ответственно. Шлем, спасик, гидратор, телефон, маршрут не очень длинный, построен так, что в любом случае вас выбросило на берег. Можно для страховки взять ринг с насосом в рюкзаке. В следующем видео расскажу про выбор снаряжения и общие тенденции в досках и фойлах для даунвинда. Подписывайтесь, ставьте лайки, добавят мне мотивации выпускать видео чаще. Спасибо, пока.